Доброго времени суток, уважаемые зрители канала 4011 про PC, про гаджеты, про консоли и про игры. Как вы уже могли заметить, темой данного видеоролика, или по названию, или по превью, это то, как я буду заниматься миниатюрами. И первой вообще моей моделью будет TT4 модификации 43 года, которая давненько уже в шкафу завалялась, и я давно очень хотел начать заниматься вообще всем этим делом. И поэтому у меня здесь как раз начался отпуск, и в освободившееся свободное время я буду себя готов посвятить сборке, зачистке всех этих миниатюр, покраске. Ну и в целом в этом видеоролике я вам покажу свои первые шаги, может какие-то будут приятные, полезные вещи для новичков и для тех вообще, кто пытается попасть в моделизм, в хобби и, ну как еще в этом назвать, надеюсь, Андрей Кубик. Итак, всем привет. Подробно, если какие-то будут непонятные моменты или какие-то неправильные с моей стороны, меня, надеюсь, в комментариях поправят. Начнем с инструментов. Основные инструменты моделиста — это одна из самых нужных вещей — это бокорезы. Вот. Используются они для того, чтобы отделять от литника все пластиковые запчасти. Дальше основным моментом должен являться модельный нож. Должен быть заточен для того, чтобы зачищать с миниатюры остатки слитника, с пластика, чтобы она была ровная и готовая к грунтовке и покраске. Про грунт и про покрас я думаю, что еще успею. Что ж, теперь покажу, какими красками я буду пользоваться. И основной мой будет набор Army Painter Fanatic Starter Set. Здесь всего 11 красок. Из них, как вы можете заметить, 7 обычных акриловых, 2 металлика, 1 проливка и грунт. Также в комплекте, как видите, идет небольшая миниатюра и кисточка. Миниатюру я уже покрасил, как видите, вот она полностью готовая, уже залакировал ее даже. Лак у меня вот такой, сразу покажу, матовый, достаточно клейкий, и теперь с него, если его шкрябать, с него краска не слетает. Вот такой есть интересный органайзер для моих красок. Помимо вот этих вот из Army Painter, вот они все. Несколько красок у меня имеется от производителя Jim Scale. Песочный идет, зеленый вот такой защитный. Здесь как будто бы не видно. Коричневый. Кстати, довольно такой жидкий, потому что для аэрографа, но вполне себе имеет место быть наравне с вот этим вот кожаным коричневым, скажем так. Ну и еще для теста пробовал взять эффект под названием ржавчина. Думаю, что дальше будет видно, как я его использовал. Ну и и клей, конечно. Цемент японский от Tamiya и для баз обычный ПВА. Набор кистей мне не тривиальный. Здесь буквально вот основная вот эта, которая шла хобби стартер в этом наборе. Достаточно универсальная. Сверхтонкая для каких-то деталей. Ну и несколько таких рабочих кистей. Вот это уже немного затвердело. Я и лак, и грунт ей наносил. Ну это в целом из набора для макияжа. Поэтому здесь особо ее и не жалко. Ну и вот такая коза. Краски паковались вот в такой коробочке. Из нее, как видите, сделал влажную палитру. То есть буквально немного влажных полотенец, промочить их и сверху положить немного пергамента. Просто так положить, ну, внутри. И влажная палитра надолго будет сохранять влажность красок. И внутренности коробки я так и не показал. Здесь есть наклеечки. Немножко только помял их. Ну, в общем, фирменные наклейки. И самое главное, что здесь есть, это вот такая книжечка
гайд для рисования. Здесь в целом рассказывается о том, с чего вообще начинать, что вот там, ну, реклама всего этого в целом. Но весь их диапазон цветов, то, что у них идет градация по цветам, то есть вот, если взять любую краску, нет, не эту краску, зеленый, например, здесь на нем показывается, что вот все цветовой диапазон, и в каждом диапазоне можно отдельную краску взять, там, например, супер зелено-темный или ярко-светлый, или наоборот, если их темный или белый добавлять, они будут так изменять свой цвет. Ну, также вот эти speed paints, которые нужно на белую основу накладывать. Ну и небольшой гайд, как по цветам, как их комбинировать. В целом очень интересное чтиво. Показывает всякие базовые вещи, что надо зачистить, склеить, что нужно загрунтовать. Как вообще использовать там из аэрозоля, из кистей, какие у них есть кисти. Ну и, кстати, QR-коды здесь имеются, чтобы переходить уже на их гайды. Это для аэрографа. Как использовать проливки и каких они цветов. Вообще проливки это супер универсальная вещь. Вообще, как можете заметить, что здесь он нанес только базовые цвета, пролил его, и все детали подсветились. Ну и реклама вот этих вот Quick Shade Dip, где надо просто окунуть ненадолго. И он уже появится детали. Ну и как использовать Dry Brush. Для того, чтобы по выступающим поверхностям проходить. Ну и для баз, что кустики, ПВА там, и прочий момент. Ну и дальше еще больше рекламы. В общем, книжка приятная, интересная. Тут еще в моей секретной коробочке есть алмазный надфиль. Также для того, чтобы зачистить пивочка. Такая тысячная, кажется, это. А, вот тысячная, 4000, а это чуть более такая дерзкая. Также здесь имеются немножко лезвий, несколько пинцетов, ну, чтобы маленькие детали приклеивать. Ну и, соответственно, я так и не понял, для чего вот эта штучка нужна. Очень достаточно приятный набор, включающий в себя все необходимые вещи для маленького моделиста. Так, по содержанию коробки боюсь, что здесь достаточно много мелких элементов, и, соответственно, более близким ракурсом, наверное, уже буду все их показывать. Единственное, вот здесь готовый уже остов танка, остальное все достаточно мелкое. Масштаб здесь, если я не ошибаюсь, где-то здесь написано 1 к 72. Вот. Все, тогда перейдем к более близкому рассмотрению. Сборка этого танка у меня крови попила. Давалось достаточно трудно, колеса эти не клеятся, в инструкции просят лишнюю детализацию мельчайшую клеить внутри башни зачем-то. Все двигающиеся элементы, кроме башни, я приклеил, ибо не вставали они идеально в пазы. От башни я потерял один из рогов округлых, так что ставил туда кусок литника. Лючки у меня, конечно же, специально кривые. Гусеницы трудно натягивались. Из-за этого в какой-то момент я думал на подставке делать танк со сбитой ходовой.
Настало время красить. Наношу базовый слой в виде защитного СССР. Прежде я загрунтовал из аэрозольного баллона. Очень широкими мазками. Доработаю потом. Наношу второй базовый слой более тонкой кисточкой и заодно дорабатываю свои ошибки. Перейду к более мелким деталям. Ярко-красным крашу ящик для инструментов.
Далее я немного отклеечек задрайбрашил металлом и покрываю теперь его ржавчиной. Следующим элементом будут спальные мешки, также заодно окантовку их прорабатываю черным. С ящиками не сразу придумал, как правильно сделать. В итоге сначала покрыл полностью коричневым, а затем более тонким песочным. Далее начинаю все гусеницы и траки окрашивать в матовый черный. Я боюсь, что вы задаетесь вопросом, что такое вообще драйбраш. Это когда вся влага удалена из кисти, но при этом остается немного краски. И этим методом я сейчас покрою все свои гусеницы и траки светлым металликом. Ну и затем на этот металл сверху я положу немножечко ржавчины для придания реалистичности. Ну и одним из последних этапов, по моему мнению, кроме нанесения лака, это является проливка модели. Иными словами, создание теней.
Что ж, на этом нашу модель можно считать законченной. Подписывайтесь, ставьте лайк, комментируйте.